Великая Отечественная война – это та война, в которой не работали витринные слова и не спасали многообещающие формулы. И здесь имело значение только одно – что именно дошло до передовой и как это повлияло на бой. Не отдельные образцы, не показательные новинки, а оружие, после появления которого противник меняет тактику и отказывается от наступления. О таком оружии и пойдет речь. О системах, которые советская инженерная школа довела до состояния массового фронтового инструмента. Того, что работает в грязи и морозе, под огнем после полевого ремонта, без капризов, без права на погрешность. Потому что настоящее чудо-оружие определяется просто по реакции врага. В последнее время мы часто слышим про современные вундервафли. Так их называют сейчас в медиа. Но мы с вами говорим об истории и о том, что было у нас. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. Друзья, нас становится все больше и больше, поэтому подписывайтесь, ставьте уведомления, главное пишите комментарии и делитесь этим видео. С вами я, Павел Кухаркин, а мы поехали! Почему советская система вооружений оказалась сильнее и что именно решило исход войны? Это тот момент, когда на направлении прорыва появляется Т-34 и уже не как одиночная машина, а плотная масса, которая навязывает собственные условия. Когда в пехотных подразделениях основным оружием становится ППШ, а затем ППС. Резко меняется ближний бой, возрастает плотность огня, сокращается дистанция, ломается привычная тактика противника. И когда авиация действует регулярно, фронт получает устойчивое воздушное прикрытие, а не просто разрозненные вылеты по случаю. Но у любого перелома есть фундамент, и он иногда не сводится к одному удачному образцу. Оружие начинает решать тогда, когда за ним стоит система. Конструкторские школы, производство, дисциплина, наука и снабжение. Победы не рождаются из идеи самого лучшего. Их обеспечивает масштаб, когда нужный образец становится обычной частью фронтовой жизни, такой же привычной, как патрон, паёк или приказ. Сегодня разберем, какие именно образцы стали оружием перелома и почему советская модель со своими школами конструкторов, мобилизацией производства и технологической рациональностью оказалась сильнее, чем весь коллективный разум Рейха, собранного из европейских цехов и ресурсов. И здесь уместна одна жесткая цифра, которую важно озвучить ради понимания масштаба войны. За годы войны Красная Армия израсходовала около 17 миллиардов патронов, а промышленность дала фронту порядка 21 миллиарда. Это означает простую вещь. Оружие работало без перебоев, а в войне именно устойчивый ритм, а не громкие заявления – как раз и ломает противника. Чтобы понять, с чем именно столкнулся сначала Советский Союз, нужно убрать удобную формулу «против СССР воевала Германия». В реальности на Восточном фронте работала континентальная промышленная система, собранная Рейхом из ресурсов и заводов всей Европы и подчиненная военному плану Берлина. Один из самых показательных узлов этой системы – протекторат Богемии и Моравии. Чешская промышленность досталась Рейху практически в готовом виде. Концерн «Шкода». Он обеспечивал тяжелую артиллерию, броневые узлы, боеприпасы, станочное оборудование. Заводы ЧКД выпускали танки ЛТ ВЗ-38, одну из опор бронетанковых сил Вермахта в кампаниях 39-41 годов. Позже те же линии перешли на производство самоходных орудий Мардер-3 и Ягдпанцер-Хеслер 38, и это стало полноценным серийным производством под немецким управлением. После капитуляции Франции ее промышленность также была встроена в эту систему. Рено, Peugeot, Citroën работали на ремонт и выпуск техники для вермахта от грузовиков снабжения до артиллерийских тягачей. Это обеспечивало мобильность войск и темп операций. Австрия, включенная в состав Рейха в 1938 году, стала частью его оружейного ядра. Компания Steyr-Daimler Puch выпускала стрелковое оружие, авиационные, автомобильные двигатели. Заводы работали как элемент немецкой военной системы без формальных границ и статуса иностранного подрядчика. Отдельное значение имела Румыния. Здесь ключевым фактором был уже не завод, а ресурс.
Нефтяной район был одним из самых ключевых источников горючего для вермахта. В 1941-1943 годах румынская нефть обеспечивала значительную долю немецкого топлива для сухопутных войск и Люфтваффе. Бельгия и Нидерланды дополнили эту систему металлургией, машиностроением и химией. Их предприятия дали сталь, цветные металлы, компоненты для боеприпасов и техники. Норвегия закрывала сразу несколько ключевых позиций: судостроение, ремонт флота, алюминиевую промышленность, которая была очень важна для авиационного производства. Ну и также контроль над северными морскими коммуникациями и поставками шведской железной руды через Нарвик. Над всем этим стоял единый немецкий промышленный каркас. Krupp, IG Farben, Daimler-Benz, Rheinmetall, которые связывали сырье, заводы и фронт в единую цепь. От рудника и нефтяного месторождения до орудия в дивизии. Эта система держалась еще на одном факторе – рабочей силе. К 1944 году в немецкой экономике находились миллионы принудительных рабочих и военнопленных, в том числе из оккупированных стран. Производство шло не только на станках, но и на людях, которые превращали в ресурс так же, как там уголь или железо. Вот поэтому корректнее говорить не о немецкой промышленности, а о континентальной системе под управлением Рейха. Танки, орудия, автомобили, топливо, боеприпасы и узлы приходили на Восточный фронт не из одного центра, а из сети заводов, раскинутых от Рейна до Карпат и от Норвежского моря до Балкан. Именно с этой системой промышленной, ресурсной, мобилизованной столкнулся весь Советский Союз летом 1941 года. Теперь посмотрим, с каким заделом Красная Армия встретила этот удар. По состоянию на июнь 1941 года в РККА числилось свыше 23 тысяч танков всех типов. В его основе массовые довоенные машины Т-26, БТ-5, БТ-7, а также тяжелые Т-28 и Т-35. Параллельно в войска уже поступали и новые образцы Т-34 и КВ-1, КВ-2. Они были разработаны в конце 30-х годов в Харькове и Ленинграде. Их было немного по сравнению с общим парком, но именно они задавали направление будущей войны. Противоснарядная броня, дизельный двигатель, 76-мм пушка F-34 на Т-34 и тяжелая артиллерия на платформе КВ. Против этой группировки Германия и ее союзники на Восточном фронте развернули около 4500 танков и штурмовых орудий. Основу составляли Панцер-3 и 4, а также чешские ПЗ-38, произведенные на заводах протектората. Ставка делалась не на численное производство, а на организацию и тактику, отработанное взаимодействие танков, пехоты, артиллерии и авиации. К лету 1941 года в составе ВВС РККА числилось около 20 тысяч самолетов. Значительная часть машины довоенной разработки И-15, И-16, СБ, ДБ-3, новые типы Як-1, МиГ-3, Лаг-3, П-2, Ил-2, и уже они поступали в части, но перевооружение шло параллельно с эксплуатацией старого парка. Авиация входила в войну в переходном состоянии, а Люфтваффе сосредоточили на востоке порядка 3000 самолетов с упором на БФ-109, Юнкерс-87, 88, Хайнкель-111, машины, прошедшие обкатку в Польше, Франции и на Балканах. Здесь снова проявлялась та же логика: меньше по числу, но собраннее по структуре применения. К началу войны в Красной армии насчитывалось свыше 100 тысяч орудий и минометов, от батальонных калибров до тяжелой корпусной артиллерии. В немецкой группировке на востоке порядка 47 тысяч артиллерийских стволов, включая минометы. Разница здесь не только в количестве, но и в доктрине. Красная армия делала ставку на артиллерию как на решающий инструмент прорыва. Немцы на ее работу, связки с маневром и авиацией. К лету 1941 года советская промышленность уже имела развернутую сеть патронных, артиллерийских и пороховых заводов, сосредоточенных в европейской части страны. Именно эта география станет проблемой в первые месяцы войны, и именно она позже приведет к крупнейшей в истории эвакуации промышленности на Урал, в Поволжье и Сибирь. Германия, напротив, входила в кампанию с промышленной базой, распределенной по всей континентальной Европе, от Рура до Чехии и от Австрии до Франции. К июню 1941 года вермахт прошел через Польшу, Францию, Норвегию, Балканы, кампании, где отрабатывались уже все механизмы взаимодействия всех родов войск, управление соединениями, логистика быстрых операций. Красная армия тоже имела свой собственный боевой опыт.
Это в первую очередь Финляндия, ну и, если так можно сказать, присоединение Западной Украины и Белоруссии вместе с Прибалтикой. Но масштаб и характер будущей войны выходили далеко за рамки этих конфликтов. Вот в таком состоянии стороны и встретились. С одной стороны, континентальная военная машина, опирающаяся на всю индустриальную мощь Европы и опыт быстрых компаний. А с другой стороны, армия и промышленность страны, которая уже имела заделы новой техники и масштаб производства, но еще только входила в режим войны. Именно из этого исходного положения и вырастет следующий вопрос нашего плана. Где и как прошел тот самый перелом? Потому что дальше решающим становится не то, сколько стволов и машин числится в ведомствах, а кто способен превратить промышленность в непрерывный военный механизм. Осенью 1941 года из прифронтовых районов на восток, на Урал, в Поволжье, Сибирь и Среднюю Азию эвакуируют свыше 2500 промышленных предприятий. Из них порядка 1500 крупных заводов. Это не перевозка оборудования, это означает пересборку экономики на ходу в условиях дефицита времени, транспорта и кадров. Новая карта советской промышленности формирует оперативно. Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Свердловск, Омск, Новосибирск, они все превращаются в опорные точки военного производства. В Челябинске возникает Танкоград, единый узел, в котором сходятся мощности Кировского завода, Харьковских и Ленинградских предприятий. Здесь начинают выпускать танки, артиллерию, дизельные двигатели. Управление этой машиной сосредоточено в наркомате вооружений, которым с 1941 года руководит Дмитрий Устинов. Производство работает в режиме предельной концентрации. Трехсменка становится нормой, план обязательством, конструкции упрощают, технологические циклы сокращает, допуски пересматривают там, где это не влияет уже на боевую надежность. Война формирует собственный инженерный стиль, ориентированный на повторяемость и масштаб. На этом фоне возникает то, что позже назовут боеприпасной революцией. Фронту нужен не выпуск сериями, а непрерывный поток. Ключевая фигура здесь Лев Николаевич Кошкин, главный конструктор Ульяновского патронного завода имени Володарского. Еще до войны в 1938 году он разрабатывает первую роторную машину для операций с гильзой калибра 12,7 мм. В 1940 году становится главным конструктором завода. Так появляются роторные и роторно-конвейерные линии, где несколько этапов производства патрона связывают в единую автоматическую цепь. Площади и численность рабочих сокращаются в 4-5 раз. Производственный цикл резко укорачивается. Выпуск растет до уровней, которые позволяют фронту получать патроны не партиями, а просто сплошным потоком. С этого момента стрелковое оружие перестает быть узким местом и становится полноценным тактическим ресурсом. Та же логика пронизывает танковую и артиллерийскую промышленность. Конструкторские бюро работают в связке с заводами и подчиняются производственному ритму. Проекты Жозефа Костина по тяжелым танкам ИС и ИС-2, линия Т-34 под руководством Александра Морозова, артиллерийская школа Василия Грабина проходят одинаковую проверку. Можно ли это выпускать тысячами и обслуживать в полевых условиях? Если ответ отрицательный, проект закрывает, независимо от того, как он выглядит на чертежах. Результат не заставил себя ждать. Уже к 1943 году тыл перестает реагировать на запросы фронта с опозданием и начинает работать уже с запасом. Заводы выходят на стабильные месячные планы. Логистика выстраивает предсказуемый ритм поставок. Боеприпасы, техника и запчасти приходят не по случаю, а по графику. В этот момент война окончательно приобретает характер противостояния производственных систем. Здесь и происходит ключевой сдвиг. Не в одном сражении, не в одной операции, а в устойчивости снабжения. Подразделения воюют, понимают, что за их спиной не временный запас, а экономика, переведенная на длительный военный режим. Мы уже увидели, как страна научилась держать ритм войны в эшелонах, цехах и трехсменке, где металл и время подчинялось одному приказу. Теперь следующий слой этой конструкции, потому что завод без конструкторской мысли — это просто шум станков. Победа рождается там, где идея становится серией. Серия снабжением, снабжение боем, а бой результатом. В этот момент советские конструкторские бюро выходят на режим, в которых оружие проектируется сразу под войну. Без избыточных требований, без особых условий эксплуатации. Расчет простой. Грязь, мороз, марш-броски, падение, ремонт
ремонт в полевых условиях и, главное, возможность выпускать много и стабильно. Хорошо видно это на примере пистолета-пулемета Шпагина, ППШ. Георгий Семенович Шпагин не пытался создать идеальный образец. Он делал оружие, которое можно поставить в поток. Штамповка, сварка, минимум сложных операций, и все подчинено задаче массового выпуска. И поток действительно появляется. За годы войны произведено около 6 миллионов ППШ-41. Это уже не оружие отдельных подразделений, а основа огневой плотности пехоты. К 1943 году себестоимость ППШ снижается до 142 рублей. Для фронта это означает простую вещь. Автомат постоянно присутствует в бою и не становится дефицитом. Следующий шаг. Пистолет-пулемет Судаева, ППС. Алексей Иванович Судаев делает еще более компактное и технологичное оружие, рассчитанное на производство в условиях нехватки металла и оборудования. За войну выпущено порядка 500 000 ППС. Его место – экипажи, разведка, уличные бои, тесные пространства, где важны вес и габариты. Система вооружения здесь уже не замыкается на одном образце, а распределяется по задачам. Отделение получает устойчивость с появлением ручного пулемета Дегтярева, ДП. Это оружие превращает группу стрелков в полноценную боевую единицу, способную удерживать позицию. Выпущено 795 тысяч пулеметов. Диск на 47 патронов, штатный винтовой боеприпас, такая простая автоматика, и все рассчитано на обслуживание и снабжение в тех же условиях, что и у рядового стрелка. Дальше тяжелый пулемет Горюнова СГ-43. Задача предельно практичная. Сделать пулемет, который подходит для войны, движения. Конкурс объявляет в мае 1942 года, а уже в мае 1943 оружие принимает на вооружение. К концу войны войска поступает свыше 80 тысяч СГ-43. Пулемет перестает быть неподвижной точкой обороны, начинает сопровождать пехоту и танки. Тот же подход хорошо виден и в бронетехнике. Т-34 часто называют легендой, но его значение не в уникальности. Главные характеристики – это подвижность, простота и массовость. К концу 1945 года выпущено более 57 тысяч машин всех модификаций, включая Т-34 и Т-34-85. Это не танк редких поединков, это фон войны, на котором строятся операции. Отдельное место занимает ИС-2. Это уже специализированная машина прорыва. Школа Жозефа Коттина дает танк с 120 мм пушкой Д-25Т, рассчитанной на уничтожение укреплений и тяжелой техники. По данным ЦАМО, произведено 3395 таких машин. Важно и то, как система работала с доработками. 14 октября 1944 года выходит постановление об установке крупнокалиберного пулемета ДШК на танки ИС и самоходные установки. Уже в ноябре первые машины получают новую конфигурацию, и доработка сразу уходит в серию. Это показатель зрелости системы. Изменения вносятся прямо в производственный поток, без остановки выпуска. В воздухе война не оставляет права на ошибку. И здесь советская авиация идет тем же путем, что и сухопутные войска. Ставка делается не на единичный удачный самолет, а на серийную линию, которая развивается шаг за шагом. Як-9, созданный под руководством Александра Яковлева, выпускается с осени 1942 года и проходит войну как основная рабочая машина фронта. Всего произведено почти 17 тысяч самолетов, из них подавляющее большинство в военные годы. Параллельно развивается линия Лавочкина. Сначала Ла-5, почти 10 тысяч машин, затем Ла-7, еще более 6 тысяч. Это не резкий скачок и не разовая удача. Это постепенное наращивание возможностей с каждым новым мотором, с каждой новой серией, с каждой доработкой. Так складывается система. Не набор отдельных образцов, а связанный контур войны. Стрелковое оружие, пулеметы, танки, истребители, помноженные на боеприпасы, ремонт производства и обучение личного состава. Конструкторская работа здесь перестает быть абстрактным прорывом и становится практикой, где каждый образец проходит простую проверку. Можно ли выпускать массово, можно ли снабжать без сбоев, можно ли удерживать в бою. Если отойти от перечней и сводок, остается не образец вооружения, а контур страны в войне. Рейх собирал свою силу из внешних источников. Заводы, ресурсы, рабочие руки, сведенные все в континентальную сеть. Это была экономика, растянутая по карте Европы, где каждый цех и каждый рудник включались в один военный расчет. А вот советская система имела другую архитектуру. Союз не строил войну вокруг одной чудо-машины и не искал универсального ответа в одном проекте. Он собирал войну в систему, где наука, конструкторское бюро и завод вместе с фронтом
не были разными мирами, а были одной линией. Идея не задерживалась в лаборатории, она уходила сразу в серию, а серия уходила в снабжение в бой, а бой возвращал требования обратно, к чертежу и к станку. Так сложился не набор удачных образцов, а устойчивая система вооружения. Поэтому решающим фактором стала не отдельная машина, а целая организация войны, способность страны производить, поставлять и применять оружие непрерывно. Это и определило исход войны. Поэтому, когда вам рассказывают про то, что решающим был какой-то ленд-лиз, просто поймите, какую систему и какую работу провела огромная страна. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока!